Удивительные обитатели запредельных высот, которые выясняют отношения в дуэлях и путешествуют по отвесным скалам. Они настолько быстрые и ловкие, что способны оставить позади даже целую стаю волков. Но порой ситуация развивается слишком стремительно даже для них. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – муфлоны. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Муфлоны – типичные представители рода баранов, которых можно встретить в высоких горах Южной Европы и Азии. Самцы отдельных подвидов вырастают до 1,5 метров и могут весить свыше 60 килограмм. На фоне самок они выделяются не только размерами, но и серьезным оружием. Суммарная длина рогов приближается к 2-метровой отметке, а их масса достигает 20 килограмм. Эти животные превосходно приспособлены к суровым горным условиям. Плотная зимняя шкура помогает пережить морозные дни, а особый желудок переваривает даже грубую пищу. Но и в таких местах всегда нужно быть начеку. Плотно сложенные бараны с невероятно тяжелым головным убором могут быть чрезвычайно быстрыми. Сильные мускулистые ноги позволяют совершать длинные прыжки, что гарантирует преодоление любых препятствий. К тому же жизнь в горах наделила копытных удивительной выносливостью, поэтому высокая скорость может поддерживаться многие километры, и далеко не каждый хищник отважится сразиться с ними в забеге. Если же говорить о самках, то их беговые возможности еще более продвинуты. Скромный вес и стройное тело помогают выполнять головокружительные трюки, а их невероятные прыжки больше напоминают полет птицы. Однако в животном мире даже столь удивительным бегунам не так просто остаться без внимания хищников. Особенно если речь заходит о волках, ведь их командная работа позволяет свести к минимуму любые преимущества потенциальной добычи. Во многих регионах эти охотники приспособились к жизни в горных массивах. Они успешно патрулируют склоны и с необычайной ловкостью перемещаются по снежному покрову. В этом заслуга широких лап, которые в тяжелых условиях действуют как снегоступы. Однако, даже имея численное превосходство, угнаться за самкой муфлона невероятно сложно. Здесь, на высоте, она полностью в своей стихии, и паника совсем не мешает ей планировать каждый прыжок и буквально балансировать на краю пропасти. Быстрая смена направления позволяет увеличить отрыв, но волки не из тех, кто боится трудностей, и крутые склоны не останавливают погоню. В, казалось бы, безвыходной ситуации очередной маневр помогает вырваться из зацепления. Но хищники все ближе, и единственный способ оторваться – применить опасный трюк, на подготовку которого нет ни единой секунды. Повторить подобное вряд ли под силу даже самым опытным волкам, и пока они ищут пути обхода, самка вкладывает все силы, чтобы максимально увеличить дистанцию, и это спасает ей жизнь. Менее проворному самцу повезло меньше, ведь все внимание стаи немедленно переключилось на него. Имея куда более серьезное оружие, он вправе диктовать свои условия погони. Но муфлон лучше других знает, что отбиться таким способом не выйдет, поэтому он также применяет фирменную попытку вырваться из окружения. Однако местный рельеф не на его стороне. Понимая, что бежать нет смысла, баран бросается в атаку, используя последний, хоть и призрачный шанс на спасение. Разумеется, против стаи он обречен. Против прытких самок также есть отточенные приемы. Зная, что догнать такую добычу не выйдет, волки сознательно загоняют ее в ловушку, где в засаде ожидает еще один хищник. Кажется, шансов спастись уже нет, но и в такой ситуации копытному удается вырваться из смертельных объятий. Хотя в столь стрессовой ситуации точному расчету уже не остается места, и спасительные склоны за секунду превращаются из вечного союзника в злейшего врага. Даже после стольких падений воля к жизни толкает беглеца вперед, но учитывая травмы, с каждой секундой побег дается все сложнее.
и на этот раз полный сил враг уже ни за что не отстанет. Первое сложное препятствие и погоня завершается. Теперь подоспевшие голодные хищники не оставят столь трудной мишени шансов. Если поймать одиночку стоит немалых усилий, то среди изобилия целей выбрать подходящую куда проще. Канийские муфлоны – типичные обитатели турецких гор, и когда они собираются большими стадами, даже у одинокого волка есть все шансы на успешную охоту, ведь паника при виде хищника мгновенно охватывает всех без исключения. В то время как самые сильные и быстрые устремляются вперед, сзади образуется толпа из менее прытких животных. Достаточно одной ошибки, чтобы в ту же секунду стать основной мишенью охотника. Но волки не единственные опасные соседи. Как и многие горные обитатели, муфлоны часто привлекают внимание беркута. Огромного пернатого хищника мало волнуют акробатические способности потенциальной добычи, ведь его нападения всегда стремительны, внезапны и точны. К тому же он в полной мере использует горную местность себе на пользу, ведь даже имея гигантские когти, справиться со столь серьезной целью не так просто. Поэтому беркут хватает добычу и сбрасывает ее с обрыва, после чего ему остается лишь спуститься за готовым трофеем. Разумеется, обладатели столь тяжелых рогов не упускают возможности пустить их в дело. Как и у многих копытных, брачный сезон знаменуется знаками внимания к противоположному полу. Но передать свои гены будущим поколениям суждено лишь сильнейшим особям. И лучший способ выяснить главенство – бросить вызов оппоненту. Столь напряженная дуэль, несомненно, привела бы к повреждению мозга у любого другого животного, но особое строение черепа гарантирует безопасность при самых сильных ударах, звук от которых разносится на расстоянии нескольких километров. Порой поединки затягиваются, и в этом случае ключевое значение играет не сила, а выносливость, ведь состязания с каждой минутой все сильнее истощают животных. Учитывая внушительные размеры и широкий ареал обитания, муфлоны на протяжении столетий были главной целью охотников. Неудивительно, что они полностью исчезли из многих регионов. Как никто другой, муфлоны были близки к вымиранию, и лишь своевременные меры помогли предотвратить печальный исход. В итоге копытные были вновь завезены на прежние места жительства, и в настоящее время эти величественные животные заново осваивают некогда утраченное владение. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!